Добрый день, уважаемые зрители, коллеги-юристы и все, кто следит за резонансными уголовными делами. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня в этом видео мы проведем очень подробный, глубокий и всесторонний разбор интервью Ларисы Сергеевны Криворучко, которое она дала изданию «Высокий замок» 30 апреля 2026 года. Друзья, это интервью особенно важно, поскольку Лариса Криворучко относительно недавно вступила в дело Вячеслава Зинченко на стадии судебных дебатов по обвинению в умышленном убийстве Ирины Фарион. Мы разберем интервью максимально детально. Каждое ключевое заявление, каждый тезис, каждую правовую позицию. И я дам не только пересказ, но и свою профессиональную юридическую оценку этого интервью, позиции Ларисы Криворучко. Оценю, где ее аргументация сильна, а где есть риски, как это может работать в зале суда и каковы перспективы это создает для стороны защиты. Готовьтесь, видео будет достаточно содержательным, насыщенным. Ну а сейчас, перед самым началом, немного видео с самой героиней моего видео. Итак, встречайте, Лариса Криворучко. Чому вони там сидять? Приблизно раз в 2 тижні, можливо, іноді рідше. До кожного з них підходить відповідний працівник і запитує: ви готові дати покази щодо Порошенка? Так або ні? Якщо ні, думайте далі і сидіть. Ну, я вважаю, що я повідомляла щодо даних факторів орган досудового розслідування, прокуратуру, слідчих суддів. Всі все прекрасно розуміють, але правосуддя сліпе. Судді не несуть кримінальну відповідальність за судові рішення. Люди не бачать в суддях застосування закону. Це дуже трагічно, коли по Конституції у нас Україна є правова держава, а люди не можуть ні в поліції добитися справедливості закону, ні в прокуратурі, ні, на жаль, в судовій інстанції. Якщо проаналізувати всі матеріали, які є зараз в наявності в мене як у адвоката своїх клієнтів, я вам можу з певністю сказати, що там немає ні одного слова з прізвищем Порошенко. Чому? Тому що хлопців вимушують надати сфальшовані дані. Ну, безумовно, вони сказали, що вони фальшувати не будуть, але в коридорах прокурор повідомляє, в коридорах працівники Служби безпеки повідомляють, в коридорах Державне бюро розслідувань слідчі повідомляють, в процесі мовчать, в документах мовчать. Чому? Тому що в них не вистачає відомостей. Вони бажання мають, я так розумію, посадити в тюрму Порошенка, а доказів немає. І тут стає прокурор і каже: в нас є флешка змонтована. Ну, це прекрасно. Де ви її взяли, флешку? Спитав суддя Київського апеляційного суду нещодавно. Прокурор опустив очі и сказав: в Российской Федерации. Ну вот, друзья, мы познакомились с Ларисой Криворучко, а теперь перейдем к самой сути моего видео, к интервью. Итак, вперед. Значит, в интервью Лариса Криворучко начинает с объяснения своей мотивации. Она говорит буквально следующее: я выполняя свой профессиональный долг, я не выбираю людей по степени общественного резонанса дела.
Каждый человек имеет право на защиту, независимо от того, какое именно обвинение ему предъявлено. В сложных и резонансных делах этот принцип особенно важен, потому что именно там риск судебной и общественной предвзятости достигает максимума. С моей точки зрения, друзья, это достаточно сильное и этически безупречное начало. Лариса Сергеевна сразу занимает позицию, которая полностью соответствует требованиям статьи 59 Конституции Украины и нормам адвокатской этики. Она подчеркивает, что адвокат не должен отказываться от защиты даже в самых непопулярных делах. Это правильно, как с моральной, так и с юридической точек зрения. Такой подход защищает ее саму от возможных упреков в том, что она якобы пиарится на громких процессах. В то же время это стандартная позиция опытного адвоката. Она не добавляет ничего нового по существу дела, но хорошо выстраивает фундамент для дальнейшего разговора. Теперь перейдем к следующему важному блоку общей характеристики досудебного следствия. И здесь Криворучка высказывается жестко и прямо. Она утверждает, что следствие было проведено поверхностно, что алиби обвиняемого не были должным образом проверены, а также не было установлено реально круг лиц, которые могли быть причастны к организации этого убийства. По ее словам, следствие не отработало все возможные версии событий и не провело полноценный комплекс следственных действий. Ну да, спешка, ясно, оправдана только при ловле блох, но не в расследовании резонансных дел. И этот блок интервью Ларисы Криворучко, на мой взгляд, опять же, один из самых сильных во всем интервью, когда защитник акцентирует внимание на неполноте и односторонности досудебного расследования, он закладывает основу для нескольких важных процессуальных шагов в суде. В частности, это может стать основанием для ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору на дополнительное расследование, о признании отдельных доказательств недопустимыми или о вызове дополнительных свидетелей и проведении новых экспертиз. С точки зрения уголовного процессуального права такая критика следствия является классической и часто эффективной стратегией защиты, если эти утверждения будут подкреплены конкретными материалами дела. Они могут существенно повлиять на позицию суда. Далее. Давайте подробно остановимся на блоке интервью, посвященном видеодоказательствам и портретной экспертизе. Криворучко обращает внимание на важный факт. На записях камер видеонаблюдения зафиксировано 2 человека, внешне похожих на обвиняемого Зинченко. Один из них был в черной кепке, и его личность до сих пор не установлена. Кроме того, значительная часть лица человека, которого следствие считает Зинченко, на видео и на фото также закрыта. В связи с этим она утверждает, что портретная экспертиза в таких условиях не может давать категорических, стопроцентных выводов о тождестве личности. Это
без преувеличения один из самых перспективных аргументов защиты в данном деле судебная практика по портретным и фоноскопическим экспертизам при недостаточно хорошем качестве изображения и при значительном закрытии лица обычно идет в пользу стороны защиты. Эксперты в таких случаях могут говорить только о степени вероятности совпадения, но не о безусловном отождествлении. Если Криворучко удастся убедительно донести эту позицию до суда и подкрепить ее мнениями специалистов, это может серьезно ослабить один из ключевых элементов обвинения. Далее отдельно выделим блок, посвященный понятым и процессуальным нарушениям. Криворучко отмечает, что во время проведения следственных действий в день убийства понятые присутствовали не все время. При этом на протоколах стоят их подписи. Она считает это существенным нарушением, которое напрямую влияет на допустимость доказательств. С юридической точки зрения это один из самых сильных процессуальных моментов всего интервью. Согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, статьи 104-223, понятые должны реально присутствовать и фиксировать ход следственного действия, а не выполнять формальную роль или роль статистов. Если суд согласится с тем, что понятые отсутствовали на ключевых этапах, значительная часть материалов следствия может быть признана недопустимыми доказательствами. Это классическое нарушение, которое опытные адвокаты успешно используют для развала доказательной базы. Здесь Криворучко демонстрирует высокий уровень процессуальной подготовки. Еще один важный момент – это отсутствие орудия убийства. Криворучко подчеркивает, что найдена только гильза, но само оружие так и не обнаружено. Она справедливо отмечает, что гильза сама по себе не может однозначно указывать на конкретного исполнителя без других доказательств, таких как следы ДНК, отпечатки пальцев, результаты баллистической экспертизы и так далее. Этот тезис также выглядит убедительно. В уголовном процессе отсутствие главного материального доказательства всегда существенно ослабляет позицию стороны обвинения. Без оружия сложнее доказать механизм совершения преступления и прямую причинно-следственную связь с действиями обвиняемого. Это усиливает действие важнейшего принципа. Все разумные сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого. В завершающей части интервью Лариса Криворучко формулирует главный, обобщающий тезис. Следствие было поверхностным, а все дело в значительной степени держится на предположениях и вероятностях, а не на твердых доказательствах. Она напоминает о необходимости строгого соблюдения презумпции невиновности и принципа доказывания вины вне всякого разумного сомнения. Ну а теперь, как я и обещал, отдельно и честно о слабостях позиции Ларисы Криворучко с моей точки зрения как юриста Валерия Табакова. Они есть, куда без них. Во-первых, позднее вступление в дело. Криворучко присоединилась на стадии судебных дебатов, когда основные доказательства уже исследованы
а у суда уже могло сформироваться предварительное мнение. Это существенно ограничивает возможности защиты по сравнению с ситуацией, когда адвокат работает с делом с начала до судебного расследования. Во-вторых, высокий общественный и медийный резонанс дела. В таких процессах судьи часто испытывают дополнительное давление. Явное или неявное, и даже сильные процессуальные аргументы иногда не перевешивают общую атмосферу. Это объективный риск для любой стороны защиты. В-третьих, уже существующие претензии прокурора по поводу неявок и переносов заседаний, такие как претензии Алены Данилев, которая публично выразила недовольство тем, что Криворучка ставит другие дела, административное по ДТП и гражданское, выше этого уголовного процесса, где человек находится под стражей. Такие моменты могут создать у суда впечатление затягивания процесса, что иногда играет против защиты. В-четвертых, репутационные факторы. У Ларисы Криворучко есть история многочисленных дисциплинарных производств и приостановок адвокатской деятельности, хотя формально это не должно влиять на оценку доказательств. И в практике резонансных дел судьи иногда подсознательно учитывают подобные обстоятельства. В-пятых, общий стиль. Криворучко часто использует жесткую, публичную риторику. В интервью это выглядит профессионально, но в зале суда чрезмерная эмоциональность или конфронтационность иногда раздражает суд и может снизить убедительность аргументов. Подводя итог всему интервью, я могу сказать следующее. Лариса Криворучко дала достаточно сильное, структурированное и профессиональное интервью. Она демонстрирует хорошую юридическую подготовку, четко выделяет слабые места обвинения и грамотно использует процессуальную аргументацию. Основной акцент сделан именно на нарушениях процедуры и недостаточности доказательной базы. Это правильная стратегия для стадии судебных дебатов. Сильные стороны позиции Криворучко. Это высокая точность формулировок, фокус на ключевых уязвимостях дела, профессиональный тон. Слабые стороны риска: позднее вступление в процесс, высокий общественный резонанс, который может создавать дополнительное давление на суд, уже имеющиеся претензии прокурора по поводу переносов заседаний, а также репутационные факторы. В целом интервью оставляет впечатление взвешенной и продуманной позиции опытного адвоката. Полное оправдание в первой инстанции остается маловероятным из-за характера дела. Однако реальные шансы на исключение части доказательств, смягчение квалификации преступления или успешную апелляцию существуют. Друзья, мы подробно разобрали интервью нового адвоката Вячеслава Зинченко Ларисы Криворучко. Если у вас остались вопросы по отдельным тезисам, по перспективам дела или по уголовному процессу в целом, обязательно пишите в комментариях. Мы продолжим обсуждение. С вами был юрист Валерий Табаков. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео, донатьте. До новых встреч в следующих видео. Берегите себя и следите за соблюдением закона.